Всем привет! Начинаем стрим. Итак, остановились мы на том, что хотели в главном меню делать выбор персонажей, а потом скиллы. Немножко сейчас отвлечемся. Я так подумал, наверное, мы будем делать сейчас некую другую историю. У нас в самом бою не очень понятно, мы попали или промазали. То есть ресается наш враг, enemy. И иногда вот мы не понимаем, это что у нас, почему оно не работает, почему мы не попали. И поэтому нам надо сделать, чтобы какой-то виджет прилетал, и он нам описывал, что вообще там происходит. То есть мы попали, не попали, и так далее и тому подобное. Окей. Print library, бла-бла-бла. Парамс. Хорошо. Как это у нас делается? Во-первых, где это у нас делается? Во-вторых, как? Вот у нас есть damage execution. If the evasion was successful, use the accurate. Это я себе тут оставил. Calculate evasion. Где он тут вызывается, вот. И Calculate Accuracy. Так, если кто-то из них, то он add out modifier, add info, delegate about miss. Вот, эту душку мы себе оставили. Вот пришло время. Да-да-да. Только мы не знаем, это был этот или этот. Я бы хотел все-таки, чтобы была разница. Так, это он из execution. Params вызывает out execution. Output. Я надеюсь, там можно достать этот, потому что там надо в нем вызывать. В общем, какие у меня идеи? У нас есть виджет компонента, короче, будет, которая создаст виджет. И, в общем, потом и удалится через время. Можно сделать, чтобы она самостоятельно удалялась. То есть мы даже на нее не сохраняем никакие указатели, она так одноразовая, то есть она создалась, сразу удалилась. Отнаследовать ее от компонентов всяких. Да. И в характер-мастере, мастер-характере, у нас будет подписано на делегат. Таги еще нужно добавить. И вот здесь разделить. Calculate accuracy он делает. И calculate evasion. И разные делегаты он триггерит. Так, погнали. Первым делом я хочу создать таг. Я очень хочу создать так. Подожди. Все верно, сюда. Первый таг это evasion будет. Evade. Так, evade. Так, evade и таг miss. Miss это если промазал, а этот это если уклонился, то есть evade сработал. Так.
Это не ability, это стат нет, ability нет, state, состояние, state. Это, наверное, state как состояние будет идти. Мы его сюда поставим, state. State. Точка и miss. Давай просто miss. Точка miss. Так, miss. Miss. И state evade. Еваде. Еваде, хорошо. Это мы под чем? Под так, no movement. State invade. Miss. Привет. Восклицательный знак вообще. Здорово. Делаю, да, отлично делаю. У тебя как дела? Так, это мы добавили. Потом я бы, наверное, создал виджет компонент и засунул его сабкласс в самого характер мастера. Причем, да, подожди, статик класс, нам не надо ничего там указывать. Не, подожди, нам надо, же виджет должен знать какой. Блин. Здорово, бандиты. Здорово. Блин. Да у каждого надо будет указать его и один и тот же. Какая гадость, какая мерзость. Мне не нравится. У меня норм. Из-за тебя приснилось, что ищу компоненты, которые искали антагонисты из Джаджо. Что там за компоненты? Привет, это я, Чигурчик, не спам Гидра. Да, по-любому. 100%. Подождите, у нас компонента будет создавать... компоненту-то она будет указать. А она блюпринтовая. Сегодня обосрался и помылся по твоему совету. Молодец. А в конце сна мы потратили 200 миллионов баксов, чтобы закинуть их на Луну и отодвинуть ее подальше от Земли. Всего-то. Подождите, как же это сделать? Виджет компонента нам не нужна, но она нам нужна. Сам класс, если мы указать должны виджет. Просто виджет... он в виджет должен будет инфу передать. А она должна будет в себя инфу передать. Что это там, мисс, не мисс? А как это сделать красиво, чтобы было? Кстати, про сны мне тоже сегодня снился странный сон. Не надо нам его рассказывать. Луну от Земли за 200 миллионов баксов. Что за дешевка, это ваша Луна же есть. Да-да-да. А как же сделать, чтобы не указывать его? Базовый класс виджета. Но он тогда же не знает положение их все. Мне еще сказали, что сдача осталась. Вот сдача еще была. Как же его сделать так красиво?
мы видеть Я никак не помню, можем. что точно там происходило, но помню, что у меня было 5 снайперских винтовок, я выкинул 4 с одной, убил 2. А Молодец. точно я Чигура, я никого не убивал. Ты спам гидро. А, никак, вообще никак. Тут без вариантов. Нам-то надо визуально как-то его настроить. А как ты его настроишь визуально, не передавая инфу через T-Sub-класс? Ну, можно, конечно, по пути просто путь туда записать, захардкодить, так сказать. Но это что-то гиблое дело. А если указывать, то это указывать у всех надо будет его. Я никого не убивал, лишь снайперские винтовки выкидал, но никого не убивал. Блин, мне не нравится эта история, потому что я планировал по классам делать. Это постоянно одни и те же вещи у класса указывать. Осуждаю такое. А как сделать так, чтобы вообще не прикасаться его, но чтобы оно отображало? А никак. Все упирается в виджеты. То есть мы-то все это можем через стати класс передать. Наш класс виджет компоненту можем. А вот сам юзер виджет, что толку от того, что мы передадим? Визуально все эти штуки надо настроить. Я ж не буду их в плюсах настраивать. Это, конечно, можно, но не стоит. А как? Как иначе? Он намекает, что хочет убить нас из снайперки. МБ его тоже на ОУН отправим. Отправляй. Если ты пробан, но чуть-чуть можно, если хочется, сильно хочется, то можно на чуть-чуть его отправить. Так. Но это если прям очень хочется. На чуть-чуть, пока он не так сильно провинился, чтоб... Никаких полумер. Не, на чуть-чуть. Полумеры можно. Надо. Полумеры надо. Что такое актор-контейнер? Sound Streaming NPI. Понятно. Ничего не понятно. Они серьезно Actor Factory именно назвали. Этот. Разве история Майка Эрмантраута тебя ничему не научила? Это кто? Ничему. Ай, ну да, память рыбки. Да. Блин. Это дед из «Во все тяжкие». Какой дед? Там много дедов. Это который гуса шлепнул? Или как там? Гус. Я же Чигура, я никого не убивал и не буду. Мне не нравится история, что нам надо будет указывать его здесь. Ну, в данном случае здесь. Через T-Sub-класс. Он рассказывал, что во время полицейской смены в очередной раз вез мужика в участок, который избивал сожительницу.
Значит, это не тот дед. Это тот дед, который такой лысый, который... Ну, он дед, но он там проблемы всякие решал. Вот это дед, что ли? Ему надоело, он его высадил, приставил пистолет к башке и пригрозил, что в следующий раз нажмет на курок. Да, лысый. Антон Чигур убил 15-16 чуваков, но никого не убивал. Осуждаю. Блин, а без сабклассов вообще никак. Ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. И у каждого надо будет назначать одно и то же. Это такой бред. Это такой бред. Но в следующий раз мужик убил девушку. И с тех пор дед за отсутствие полумер. А у тебя какая история, что ты за отсутствие полумер? Вот речь я задвинул и теперь посылаю Чигура на Луну навсегда. Что ж такое? Нет, ты давай вначале свою историю. Нет. На чуть-чуть его можно забанить. А никакой, я просто впечатлительный. Нет. Блин, как же это сделать? Я просто, в каждый класс указывать одно и то же, это что-то какая-то фигня полная. Мне это вообще не нравится. А какие варианты есть? Ну, это захардкодить, путь указать, через него класс создать, и все. Других вариантов нет. То есть, либо вот этого виджет создавать, либо... Если будет своя история, тогда получается, что ты ничему не научился из истории Мака. Тоже верно. Блин, нет, я не хочу указывать в каждом, это же забей. Ну ладно, давайте сделаем вначале, что будем указывать. А потом исправим когда-нибудь. Ну, а как еще? Никак еще. А что делаешь? Что это за теги? Где теги? Какие теги, нет тегов? Или ты с задержкой там смотришь, потому что я с тегами уже сколько давно было дело. Давайте наш класс именно укажем, который сейчас создадим. Бендеракл, ты еще меня не забанил. Забанил уже все. Уже на часик тебя забанили. Так. Фу. Widget компонент. Только куда бы его засунуть? То он вроде и да, и вроде и не сюда. Сообщения Чигура не видны. Наверное, он сейчас спрашивает о том, забанил ли он. Наверное, да.
Подожди. А сейчас? А, так он актор компонент, отлично. Next. Фух. Что компонент этот. Сейчас, погоди. Я вернусь. Тоже нет. А как его назвать? Сейчас мы у ГПТ спросим. What's a hit result? А, кстати, хорошая история. Хорошая история. Ладно, все, create класс. А виджет, скорее всего, тоже придется настраивать, потому что там надо будет передать информацию, попали мы или нет. Мы создаем его, да, но следующей же строчкой мы должны инициализацию запустить и передать инфу. Передать инфу о том, чем мы там... Evade или miss. Я вернулся. Непонятно. Непонятно. Он разбанился или не разбанился вообще что-то. А как мы поймем, как мы поймем, это мисс, не мисс? Можно, конечно, через enum сделать. Там enum класс. Или просто enum. Уничерн 47 ВВС никого не банил, лишь спам гидру банил, но никого не банил. Плохо, да? Вообще непонятно. Что-то тишина такая, никто ничего не пишет. Так, и мисс Вейт. Или как мы... Ой, подожди. А я по почку не выбрал, да? Привет. Привет. О, какие люди. Вот это осуждаем. Маты пошли. Сейчас тебя Дендеракл Утречка. забанит. Все, блять, пока завтра приду. Утречка, Кетка, привет. Так, подожди. Вот это вот я осуждаю. Вот это вот должно быть здесь. А вот сейчас услышал.
За мат и бан теперь, Да нет, не бан, но это просто спам гидра. Ему за все бан. видишь. Ему за все бан. Так. Та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-та-та-та. Ну, это, понятно, не то. Здесь тоже все понятно. Нужно здесь, чтобы было все понятно. Вроде раздуплился. Можно мне посмотреть, пожалуйста, как мы там его... По-моему, где-то здесь, да, вот. Это я хочу взять. Попил воды бан, купил воды бан, за все бан. Это такие правила для админов, причины для бана спам гидры. Да. Кажется, я понимаю, что ты хочешь сделать. Тебе нужно, чтобы при примахе, Эведе, Крите, вылезла табличка на пару секунд с надписью, а потом пропала. Да. Да. Она самая. Так. Ну, крит, я еще крит не делал, хотя надо сделать. Крит уже. Мисс. Evade. А можно, кстати, сразу name передавать. Спам гидра, я чегурчик. Name передавать или текст передавать. Сразу текст, который отобразить, и все. С другой же стороны нет. Мы сделаем покрасивее. Мы сейчас сделаем покрасивее, мисс. Так. Сейчас приду. Hit result. Hit result. Вот так сделаем, чтобы было понятно. Кабачок, что ли, в чате? Да, да, это тот самый, да, спамгидра. Это он. Как ты его узнал? Как это вообще произошло? Как так? Set widget класс. Что он? Вот это он приколист, конечно. GitHub Copilot этот. Так, Failet. Где Failet? Ага, Failet это вот здесь Failet. Мне в голову лезет фабричный метод. Его вызываешь с параметром enum, и он сам внутри себя прикрепляет новый вид get-компонент и по таймеру сам себя удаляет. Ну, так я этим сейчас и занимаюсь. Только не с параметром enum. У меня будет как есть место, где мы наносим урон, и того, кто, если там, допустим, evade уклонение, да, произошло, то у того, кто уклонился, мы вызываем делегат. Если ты промазал, и тот, кто промазал, у него вызывается делегат. Тот, кто кританул, там крит вызывается, в общем. И вызывает метод, и на этот метод вызывает делегат, а на делегате у нас вызывается метод, который создает этот... Сейчас, когда больно. Создает ну, этот не user widget, а widget компонент, который в свою очередь примет этот enum.
ну, в зависимости от того, там мисс или не мисс, проиграет, его там отобразит, и когда это все закончится, он сам себе и удалит. Ну, типа то же самое. Че, как дела? Да, нормально все вроде. Это не точно. Единственное, что мне не нравится, это то, что нам придется постоянно вот этот сабкласс указывать. Такая гадость, мерзость, фу, осуждаю. Из плюсов, если тебя бьют много и быстро, то все таблички по-любому вылезут. Из минусов, каждая надпись это новый компонент, на каждый тип события нужен свой класс. Зачем? В смысле, создавать он будет? Ну да, он будет создавать каждый удар такой, там, крит, это новый класс, этот новый класс, ну... А как иначе, как говорится. Ну а сколько это, сколько он весит? Килобайта полетит. Какая гадость. Какая гадость. А ты ж ничего не сделаешь, там нету, у него ж, по-моему, нету, или есть... он же несколько их не поддерживает, виджетов, это надо... Сейчас не время думать об оптимизации. Ну это да, это да. Но вообще, если так подумать, то можно просто его, конечно, указать изначально, сам виджет этот создать. И компоненты, чтобы он был. И в нем уже виджет находится. То есть мы заранее виджет указываем. А сам виджет менеджет всю эту историю самостоятельно. То есть он всегда висит. И он создает вот этот мисс. То есть он создал его и повел вверх. Залетел еще один мисс. Он еще один кусочек создал в свой этот. И опять его вверх повел. То есть он просто виджет сам создает. Есть расшифровка или опять пока секрет? Секрет пока. Ну, у меня несколько вариантов есть. Что я там придумал? Пока секрет. Так. Ну, в общем, такую штуку можно сделать. То есть просто-напросто он... Там тогда нам не надо этот виджет-компонент. Мы просто через стати класс его создаем. Он в персонаже уже есть. И мы именно в персонаже указываем класс этого. И через него мы достаем... На делегате через него мы достаем сам виджет. Ой, это... Да, по-моему, через геморрой он как-то достается. И его уже. Слушай, ну так, наверное, будет лучше. Так, лучше, может, сразу сделать по-нормальному, по-человечески. Что скажете? Что думаете? Miss Wait Crit. А вот это нам надо для... в виджете будет... Сразу по-человечески, это не по-человечески. Это, в самом виджете будет тимап. Ключ это вот этот enum, а этот... значением это f-текст будет, который отображаться будет. Honor in... Да. А я снова открываю сезон ДНД. А чё ты постоянно их открываешь? Там же катки идут годами. Я там слышал, самая длинная катка там 40 или 70 лет. Сколько там она шла? Ты как знаток. Я устаю. Честь в унижении. Это я понял, да. Но нет. Наверное, все-таки, да, лучше по-человечески сделать, потому что действительно кучу классов создавать мне не нравится. Так он будет запускать... Но виджеты все равно надо.
То есть нам все равно два класса создавать. Первый это который у нас здесь, а второй это сам виджет, который двигается. То есть он просто его добавляет в свой как бы какой-нибудь там оверлей. Он его добавил, и этот полетел по своим делам вверх. И второй его добавляет, во второй оверлей залетел. Один сессия, а вот кампейн это сумма всех сессий. Сессия, кампейн. Ты там еще так делаешь. То есть кампейн длился много там. Я правильно понял? Если там кампейн идет в 70 лет. Или сколько там? Какие 70 лет? Вы что, гоните 70 лет? Да. 40. 40, да? Или 70? Сколько там самый рекорд у них? Ужасный ужас. Это два виджета надо создать. Да, мне этот вариант больше нравится. Этот мне вариант больше как-то симпатизирует. Мы указали в нем этот, и понеслась. Он создает, это более какая-то история такая. Не то, чтобы интересно. Так получается, и ты тоже видосы по ДНД теперь смотришь? Не. Это просто в новостях каких-то там попалось, что-то там обсуждали и затронули этот рекорд. Какой-то типа такого что-то. Ну, это какая-то... Мне скучно станет. Это что-то как-то... сам процесс этого ДНД. А смотреть еще... Не мое. Так, то есть два виджета. Это hit result контейнер и hit result. V hit result и V hit result контейнер. Давайте. User widget. В течение одного кампейна каждый игрок может побывать в роли мастера. А я до этого 8 лет был вечным дном, поэтому стою. Dungeon Master. Result контейнер, create класс. А этот мы сейчас удалим. И оттуда мы его удалим и создадим его через этот Всегда должен компонент. Deep Dark Fantasies. Да. Это закрыть. Надо поменять на Dungeon Master. На Dungeon Master. Так, это DM надо делать какой-то же. Не DD. DD это Deep Dark Fantasies. По поводу Енама. Енам надо это будет еще оставить на перенести. Вот это мы перенесем сюда. Знаете почему? Потому что вот здесь будет тимап, чтобы тимапы не плодить постоянно, чтобы он их там не создавал, потому что он будет там создавать постоянно, а этот всегда у нас висит. У нас тимап будет здесь. Сейчас мы его сюда засунем. Ее property. Edit anywhere. Blueprint read write. Категория. Hit result контейнера. Hit result контейнер. Team hit result в текст. Hit result текст map. Мне нравится. Так, хорошо. Зачем я ее скопировал, непонятно. Все это мы добавили, а вот этого покемона мы удаляем.
Отсюда мы его тоже удаляем. А отсюда это откуда? Это вот отсюда мы его удаляем. За hit result мы его удаляем. А, мы же должны будем записать его. Осуждаю. По компоненту мы должны его будем записать. Сюда-то мы его должны будем записать. Ну давай попадешь в паблик. Так, виджет. Да, он в root попадает. Есть контакт. Он разве там через этот идет? Да. Хорошо. Хорошо, хорошо, прям замечательно. Создали, надо еще один виджет создать, который мы будем заполнять. Но я что-то думал, это будет побыстрее, но видите как. Hit result. Hit result. Ну, еще пока раздуплились туда-сюда, как обычно. Но зато мы потом этот enum расширяем, у нас все хорошо и все прекрасно. Хотя, опять же, можно было бы не enum сделать даже. Подожди. Стоять. Сейчас мы, может, еще красивее сделаем. О, сейчас мы, может быть, еще красивее сделаем. Подожди. Что-то я об этом вообще не подумал. Сейчас, может быть, и от enum избавимся, и от всего избавимся. Так, есть контакты. Смотри, что мы сделаем. А если мы вот здесь f-gameplay, f-gameplay tag сделаем вот так вот. Только он же gameplay tag контейнер, да, он требует, чтобы его подключили. Вот так вот мы сделаем. А знаете, почему мы именно так сделаем? А дело в том, что вот этот делегат, который мы будем возвращать, он как раз таки нам триггерит тот таг, который нам возвращается, поэтому мы по тагу будем это делать. И, соответственно, теперь у нас там, где вот этот state void,
Мы еще давайте сделаем стаг. Что я запутался? Таг крит. Только можно подавать тебя вместить. Что сейчас произошло? Я хотел его под evade поместить сюда. Вот. Все. Глаза запутались. А тут мисс в конце идет. Как же я это все осуждаю? Так, вот под мисс. Мисс дублируем. Так, крит. Крит. Сразу сделаем. Оки-доки. Так. И значит, нам вот этот покемон не нужен. Что очень хорошо. Есть контакт. Set hit result. Дело в том, что он принимает Здорово, этот. Вижу превью для стрима ячменил. Да, здорово. Как тебе? Так, вот это да. Прикольно. Это хорошо, что прикольно. Так. Не set, а create. Create hit result текст. Hit результат. Вот так вот должно быть. Потом нам еще один ее property нужен. Read only t sub class of hit result widget class. Да. Я так понимаю, нам нет смысла его записывать вообще. О чем тут мне предлагает написать? Hit result create widget. Да. Get word, да. If hit result widget of text hit result text hit result text map find. И map find if hit result text. Result text set hit result text else бла-бла-бла this add child. Не, мы никакой child не добавляем. Нам нужно overlay сделать еще один этот, только через мету uProperty meta bind widget uover
Лей, я фиг его знает. Только я не уверен, он Юверлей у него именно. Он самый. Вот это вот сюда мы его добавим, чтобы он отобразился, иначе он уже не отобразится. Мы же его не на вьюпорт добавляем. Поэтому надо туда добавить. Пусть будет так. А дальше мы создаем этот UV hit result, да, create этот. В if сразу его засунуть. Ой, вот такая вот история. Единственное, что тут нужно написать void init или set hit result text. Set hit result text именно что, да. Set hit result text. У него у самого здесь property meta-bind. Виджет раю текст блок. Блок hit result, да. Есть контакт. И в текст блок hit result. Текст блок hit result. Это текст. Текст, все, никаких инсюрий я не хочу здесь видеть. Уходи. Set hit result текст. По-хорошему на native констракте он должен запустить какую-то свою приколюшку из разряда там таймер на удаление. Native construct. Что за биндинг? Что это такое? Осуждаю. Native construct и set timer, set render opacity. Что ты мне посоветовал тут?
Все, отлично, отлично. Set таймер, нет. Это я осуждаю в таймер handle. Таймер handle. Та-та-та сюда. А потом мы пишем, допустим, 2.0 f false. Такую вот историю мы пишем. Допустим, через 2 секунды нам с головой. Он взял и удалился. Так, взял, удалился. Хорошо. Теперь мы туточки. Из hit result виджета мы вызываем set hit result text. Перед этим нам надо его получить. Значит, if f text hit result text hit result text передали. Ну, естественно, вот эта вот штучка, естественно. Разаименовать. Так, окей. Все. Ёпт. Все, молодец. Вот, есть. По поводу анимации, то, чтобы он двигался, я думаю, мы там ее в этом запустим, в блюпринтах, чтобы не создавать лишние указатели здесь. Мы запустим ее там. Можно было бы, конечно, на анимацию запуститься. Вдруг у нас там анимация будет подлиннее. Не 2 секунды, там, а какая-нибудь другая, там, виджет на дольше. И удалять по-хорошему в конце бы анимации ее. Но что-то мне впадло. Через 2 секунды это достаточно для этого виджета. Так, окей, все, есть. Есть. Теперь нужно создать блюпринтовый контейнер и блюпринтовый вот этот hit result. Блюпринтовый контейнер указать в классе, в компонентах здесь, которые мы вот сюда вот ее вставили. Здесь нужно будет в этом виджет компоненте установить ее. И потом указать ее в контейнере указать блюпринтовый hit result. Настроить hit result. И все вроде бы окей, но не совсем. Теперь давайте к делегатам. Вот так сделаю hit result ended. Ну да, этот пусть будет этот. Теперь мы идем в damage calculation, execution. Здесь, где мы calculation и все вот эти делаем. И нам нужно вот сюда, где у нас accuracy и calculate evasion. Блин, а почему он мне не подсказывает, что это такое? If the evasion was successful. Ну, то есть возвращает true, если здесь success. Здесь, если этот accuracy worked and the hit was successful, это если мы попали. Поэтому мы здесь разворот делаем. То есть, если мы не попали,
Не попали. Должен отправить мисс. Таг мисс. Он должен отправить в делегат. Как у нас делегат делается здесь? Здесь у нас все очень интересно. Я скопирую. И сюда пока вставлю. Так, все по фэншую. Your ability system blueprint library. Я твою душу любил. System blueprint library. Так. Execution param. И вот он передает таг, который сработал. Кстати, где у нас здесь critical chance calculate, мы то же самое сделаем. Единственное, что я бы, наверное, return the avatar actor for this component. Ну, смотрите, с одной стороны, если у нас сработал один мисс, у нас не будет срабатывать второй мисс. То есть он не будет его второй раз вот это все получать. Правильно? Правильно. Потом, если у нас сработает evasion, он у другого будет получать эту штуку. То есть не execution пора, мы сейчас будем доставать из другого. Пытаться, по крайней мере. А если сработал крит, то у нас перед этим точно аккурси, ну, как мы не промазали. То есть там смысла его записывать нет вообще заранее. Как и event data, которая здесь делается. Я так понял, он по ссылке DE принимает, поэтому... Чё? F gameplay event data. А так, почему ее просто не передать? Зачем мне вот эта вот вся история? Так, это таг мисс, но нам надо мисс, это если мы именно промазали, и wait это если именно уклонение произошло, и wait должен будет произойти у цели. То есть сейчас execution params это тот, у кого выполняется, то есть это у того, кто наносит урон. Соответственно, мы тут напишем if calculate accuracy передали. Если он не, то нам нужно сделать обязательно вот эту часть. Обязательно вот эту часть надо сделать. Передать туда, что там все плохо. Ну, по нулям, что. Return сделать. И перед этим сделать вот эту часть. То есть это то, что у нас здесь как бы miss. Как раз таки тот самый таг miss. А вот если calculate evasion, это говорит о том, что у нас промахами evade. Но дело в том, что он должен будет его вызвать не в execution params, а он должен будет его вызвать вот в этом output, но я не уверен, что в output есть вот эта вот штука, да. И тут начинается веселье. Put modifier какой-нибудь, я не знаю, что там. Это вот put modifier, я думал, что там get. Но это надо у этого спрашивать. У gpt get target ability. Подожди. Execution params. Get source ability.
Simple access to source ability system component, а это target ability. Simple accessor to target ability system component. Source ability component. Подожди, еще раз. Может быть, null. Если как бы нам говорят о том, что он может вернуть null, лучше проверить его. Source ability component. А это единственное, то есть, подожди, я перепутал, таргет это кому мы наносим, то есть тогда наоборот. Он должен get source ability system component быть. То есть вот здесь вот get source ability это тот кто, а здесь target ability. Подожди, верни на место. Не, вот так вот скопирую. Я сейчас у ГПТ спрошу, что именно это происходит. Разнича написал. Вместо разница написал разнича. Нормально. Так, кто применил эффект? Инициатор. На кого применили? Таргет все-таки это на кого применили? То есть вот как раз таки выжен это уклонение нашего таргета, которое мы здесь закидываем. Calculate атрибут magnitude damage static vision def execution params. Vision def это у нас, да, source, strength, ability, этот armor, target, да, все верно, все четко. Все вот так вот, то есть source это тот, кто владелец, то есть то, что владелец промазал, мы ему отправляем, что miss. Это тот, кто получил, мы отправляем ему, что evade произошел. Подожди, target, evade. Ну да, таргет уклонился, все верно. Вот и сделали return. Сделали return. Так, окей. Accuracy вначале проверили то, что попали ли мы, а потом проверили evasion. Потом у нас есть еще crit. Critical chance calculate. У нас идет. Если он true, мы увеличили урон в 2. Но я также хочу еще и самому себе отправить, ну, тот, кто нанес. Тот, кто нанес таг крит. Крит. Все, он отправил. Блин, какая же это громоздкая история. Это просто забей. А, также вот тут, где source, написано could be null. Чтобы не было приколов, нам, наверное, надо его проверить. Usability System Component. И записать его. Usability System if Usability System Component const source ability. Давай. Вот такую вот вещь сделать. Ибо return the avatar actor for this component. Окей, допустим.
Так, точно такая же здесь история должна быть, только tag miss. А, здесь мы доверяем. Или нифига мы не доверяем. Мы, наверное, нифига не доверяем. Наверное, вот так вот все-таки, да. Так, все, мы поотправляли делегаты. Так, делегейтс хит зу летуса. Все, типа себе пометку поставили. Окей. По поводу считывания. Теперь мы идем в плеер... нет, мы идем в мастер характера. И вот тут мы должны сделать один маленький нюанс. Вот эта штука, она происходит на сервере. Мы сейчас должны вспомнить серверные истории все. Поэтому на begin play в Ability System компоненте, я так понимаю, правильно? Add gameplay event, так, контейнер delegate. Так, ну тут я скопирую. Он мне тут советует. Мы вот такую вот штуку делаем. Смотри, он этот скопировал мне. Ну ладно. This on miss. Дело в том, что он hit result. Он v hit result. Мы сделаем сейчас. Да, наверное, вправите сразу. Void on hit result. Он виджет hit result. Так вот пометим. И тут такая вот штучка должна быть. То есть он принимает сам так в себя. И even that он принимает в себя. Он v-hit result. Давай раздупляйся. Есть. Мы это поставим чуть повыше. Нет. Он реплеер стоит сюда. Мы его поставим. Вот. И он все принял. Все, один делегат. Ты ж мразь. Так, мисс. Поняли, о чем прикол будет? Так, и wait. И так крит. Все на один делегат. Все на один метод повесится. А смысл в том, что теперь мы должны будем достать из виджет компоненты наш сам виджет этот. И его засандалить. А вообще мы могли бы подписаться... не, подожди, мы не могли подписаться. Это мы подписались на сервере. Дело в том, что вот этот делегат, он на сервере происходит. Торите. Прив, народ, как настрой? Прив. Настрой отлично. У тебя как настрой? Так, это у нас происходит на сервере. Вот это надо помнить. И тут мы вызываем на клиенте метод. Вот этот onHitResult.
Он должен будет вызвать мультикастом на... Мультикастом, короче, Проснулся вызвать. после дрёма, влил в себя кофе с сахарком. О, прикольно. Ободрительный. Это хорошо. На клиенте вызвать метод должен будет. А мы могли сразу его вызвать? On hit result. И нам только так Только интересен. забыл отрезать вспененного глютена. Это как? Батон. А, в этом смысле. Это мультикаст. Reliable. Nem. On hit result f game play tag. Так, все, больше нам ничего не надо. Я вернулся. Это ты молодец. Стримлер, как вижу, продолжает восхищаться балдежностью Unreal Engine. Да. Всегда восхищаюсь ею. Вот. Я жду 15:00, угадай почему. Так, что, уроки заканчиваются в 15:00. Так. Не лейт. Нет? А что? Электричество подойдут. Я тебе не расскажу, если сам не угадаешь. Ну все тогда. Так. Он же не знает, что такое виджет компонента, да. А, нет, подожди, он знает, что такое реп, я не создал тогда. Свет у меня есть. Undefined. В смысле undefined? То есть расскажет только, когда угадает стримлер. Но какая цена у такого рассказа, если уже угадано и известно? Да уроки у него заканчиваются, что там угадывать. Подожди. Свет солнечный. Стою на асфальте, лыжа, вы что, ничего за прикол, в смысле undefined? А там нетовская ничего не надо было подключать. Чтоб он раздуплился. Не вижу. Да хоть чат угадает, вы даже если хорошо подумаете, не угадает. Ну, вот ты видишь, всё, сдаемся. Так, ладно. Хорошо, давай сделаем поинтереснее. Вот так просто. F7. А, F7 и сразу все нашел. Да, я понял. Визулака, молодец. Подсказка Прессон. Это мне ни о чем не говорит. Так, виджет компонент. Ой, поехали. Виджет компонент.
Get Заключенный. that used by this widget, it will be null. С днём горохового супа. Привет, спасибо. Это круто. Блин, я единственное, что я не хочу здесь классы весь подключать сюда, чтобы он знал о виджете. Ну, а как? А как иначе-то? А иначе никак. Ой, да, и, пожалуйста, ну и пусть знает, ничего страшного. В 15:00 в тюряге блатные донекеры пахана завалит. Донатер из. Да, походу, да. Вот там. Еще подсказка. Чё, подсказка? Пиф-паф какой-то у вас там? Подожди, еще раз, он возвращает... Баланду подадут с овощами получается. Не угадали, я вам не расскажу. Ну, все. Ну и не надо. Какой-то сериал на НТВ ждешь? Я тут на днях решил поконтрибутить в и не нашел части кода на плюсах, которые я посчитал грустными с точки зрения корректности. А оказалось, ента код скопированный из LLVM древнего. По ентому поводу сделал PR в LLVM. Ой, какие слова страшные. Контрибутить нашел часть. С точки зрения корректности. Последняя подсказка, поищите в поиске YouTube Прессон 15:00. Там Либунвин для меня подозрительно по коду. А это же классика, это когда лезешь, оно все подозрительно, потом трогаешь все и все. Create V. Вот. Ну, я бы, наверное, записал его. Раскрутка стека для работы исключений. Не особо стало что-то понятно. Вроде понятно, но непонятно. Какая-то часть ентового механизма. Надо записать. Блин, ну а по-другому никак. То есть либо делать ивент-бас какой-нибудь, либо напрямую. Напрямую побыстрее будет. Кого?
Кого куда? Result implementation, подожди. Дай подумать, дай подумать, дай подумать. Ну никто не Result угадал. контейнер. Ладно, создадим. Сейчас создадим, а потом разберемся. Потом будет потом. Правильно? Походу никто не поискал Prison 15.00, это же очень большая подсказка. Вообще тут инвент-бас как будто просится. Да, он просится, но что-то я не хочу его создавать. А Unreal пока что не поддерживает CXX Modules. Подожди. Что? Сложные какие-то заклинания. Дай подумать. Всем пока, я домой. Давай, давай. Ну короче пока. Мы же должны будем вызвать из него вот этот вот этот хит create hit result text. Так, да. А вот виджет компонента здесь используется, потом нам надо ее здесь проверить. Подожди, вот это сюда. Сюда, сюда, жух. И вот тут тоже-то так-то return, если что. Иначе беда. Ну, вот так вот, это, чтобы постоянно его не надрачивать, да. Не, если будет еще какой-то, где-то что-то нам надо будет такое, то что некрасивое, чтобы оно там было, то мы ивент-бас засандалим. Попробуем ивент-бас на тагах что-нибудь придумываем там. Хотя зачем? Через статику. Через статик. И все. Поэтому не получать доступ просто к статическому вызову, да и все его. Да и все. Правда, он тогда у всех там триггернет. А это некрасиво. Поэтому там все равно надо будет что-то придумать. Как-то что-то, в общем, что-нибудь намудрим. Но это потом, сейчас просто, чтобы оно работало. Ну все, create hit result текст есть. Он уже создаст его. Нам осталось только
виджеты. Сейчас блюпринтовые создать и добавить их в Так, вот сделаем. Отправим. Опять же, вот тот же Event Pass, он будет медленнее работать. Дело в том, что это все красивее, там архитектура туда-сюда, но оно будет медленнее, чем вот это. Тут мы напрямую взяли, обратились, и все хорошо. Понимаешь, в чем прикол? А там, как бы там непонятно, чего и куда и как. Точнее, там-то понятно, он будет обращаться к тому классу, отправлять делегат, тот будет подписываться, триггерить его, отписываться, и так далее и тому подобное. Плюс определение того, кто именно это вызов сделал. Сейчас тут поэма придет. Или не придет, придет. Мне говорят, что я балбес, что я вчера с березы слез, не человек, а динамит, и подобную земля горит. И, в общем, правду говорят, но в этом я не виноват. А виноват то в этом тот, кто у меня внутри живет. Он у меня внутри живет, он мне покоя не дает, он удивительный хитрец, он баламут и обормот. Я думаю, что оно настолько медленнее, что прям стоит заморачиваться. Но правда, я что-то думаю, что может и не нужна там шина. Для одного такого нет. Да, так, что кружится башка. Капец, ты заспамил. Он на слабо меня берет. Я мог бы по-другому жить. Я мог бы лобзиком пилить. И даже, боже мой, как знать, я мог бы марки собирать. И, тихо сидя за столом, листал бы старый книжный том. И все соседи, наконец, сказали бы: ты молодец. Он у меня внутри живет, он мне покоя не дает. Он удивительный хитрец, он баламут и обормот. Он все творит из-под тишка, да так, что кружится башка. Он баламут и обормот, он на слабо меня берет. Это что такое? Что это за порывы такие? По поводу шины, она там, скорее всего, и... Ну, как для этого варианта она точно не нужна. Вот если еще добавятся такие варианты, где нам тоже там надо виджеты будет подключить, еще какую-нибудь залупу, вот там лучше уже создать. А когда он один, единственный такой вариант, это несерьезная история. Так, подожди. Песня со смешариков. Песня со смешариков? Я не знаю, я такого не смотрю, я не знаю, это... Вот ты как фанат, походу. Так, подожди, я сбился. Где у нас тут виджеты? Будут тут. Очень зря. Очень зря, но... Лишь упускаю момент. Я твою душу любил, как же я ее любил. Ах ты ж. Blueprint, hit, result, контейнер. Hit, result, обычный. VBP, hit, result. VBP hit result контейнер. Так, давай. Кто у нас? Ты у нас hit result обычный. Обычный, значит, у тебя будет border. Мы тут как-то не особо. И текст. И текст. Все очень легко и просто. Черный точка 75, какой-нибудь rounded box, fixed по 10. 10, кстати, много. 10 это много. Надо 8 хотя бы. Потому что он будет маленький там текст. Ой. Мета, я обожаю мету, вот этот, блин, со своим этим, они молодцы. Постоянно дрочат разрешения какие-то, сука, хочет, мразь.
Шлем этот, блин, скачал их прогу, надо нахер ее снести, задолбал меня. Текстблок, хит, результ, текстблок, хит. Хит, результ. Но я, конечно, ему не даю эти разрешения, пошел нахер. Так. Текстблок, сайз 2418. Мета хочет передать данные Цукеру, но РКН не дает. Они на страже стоят, да. Что ж, 16, чуть поменьше. Правда, вот паддинги я бы увеличил до 5, 3, 5, 3. 3, пожалуйста, спасибо. И еще немножко. В смысле? А это outline. Вот это. Brush 75, 65. Окей. Compile. Есть. Это у нас этот. Есть. Теперь вот этот покемон. Оверлей. Так, оверлей, хит, результ. Результс. Интересно. Так, теперь мне бы... Где здесь класс выбрать? Вот. VBP. И заполняем team-up. Stat, state, miss, state, evade, create. Все есть. И остается маленький еще нюансик. Это здесь найти виджет компоненту. Надо было ее, наверное, в mesh засунуть, слышишь? Или в капсул компонент вообще. Она там была. Ну ладно. Сейчас посмотрим. Так. Screen. Виджет класс VBP. Результ контейнер. Draw size. Дело в том, что draw desired size. Ставим. Все остальное пока не трогаем. Не знаю, что я наблед вот этот. Так, но он не репликеется, это все верно. Идем в enemy еще. А где enemy у нас? Кто знает? Actors, наверное. Он и так в капсул компоненте, потому что она как root идет. Или этот ее сделал рутом. Она и так в капсуле, она как root же. Все, вопросов нет. Вот это единственное, что можно настроить user интерфейс, где поставить world на screen, изначально draw as desired сделать, а вот виджет класс уже что там у нас? Container VBP. Что-то работать будешь?
Но это сейчас надолго, не, мы так делать не будем. Где у нас тут evade? Strength, stamina, mana, strength, evasion. 0, прикольно. 90, какие 90, 100. Смотрим. О, мисс, видали? Мисс было написано. Мисс, видали? Жух и вейт. Жух. Жух, 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 жух. Теперь надо красиво, чтобы было. Чтобы было красиво, нам надо добавить анимейшн. Add border transform и я бы еще, знаете, что сделал? Visibility его поставил. Потому что я хочу его скрыть, он-то удаляется у нас через 2 секунды, а не там, поэтому мы его... Так, все это добавить. Подожди, нет, стой, вот это. Все это добавить через полсекунды. Я хочу тебя видеть 100 вверх. 100 вверх, и может быть вправо чуть-чуть сдвинуть. На 25. Чтобы они так отлетали. И, наверное, все же это на секунду передвинется. И в конце я хочу видеть collapsed. Collapsed я хочу видеть. Бум. Бум. Или может даже еще интереснее, не collapsed, еще visible. Brush color. Brush color. Он сама... Не, подожди, brush color удалить. Delete. Блин, надо было сам виджет смещать, я не то сделал. Все, уходи. А можно тебя remove... Replace with border? Не-не-не. Нельзя, да, сделать так, чтобы replace этот был. Ну ладно, удалить, значит. Мы сюда добавим this. Вот. Он будет transform, он будет visibility, и он будет color and opacity. Так. Visible, пожалуйста. Transform у нас меняется translation. Сколько там? 25 я хотел. Так, сам виджет можно как-то... Как-то некрасиво получается. Так, 0. Здесь 0. Вот здесь 25. И минус 100. Вот, и сместился. Вжух, вжух, хорошо. Пойдет. Потом, visibility мы еще не трогаем. Вот здесь вот. Даже на 75, наверное. На 75 color and opacity альфа становится единичка. А вот тут вот на 25 альфа становится ноликом. И вот тут вот мы делаем его collapsed. И
И вот он красиво исчезает. Так, идем на Begin Play. На Native Construct, точнее. Play Forward. Animation Forward. Давай, пожалуйста, работай, как я задумал. Потому что он может там, из-за того, что он как он добавляет, может быть очень весело. А, не, нормально. Все четко. Мисс. Есть контакт. Мисс. Wait. Мисс. Ну вот. Вот есть же контакт, есть. Ну, понятно, сейчас мы вот этот вот задник сделаем чуть... О! Смотри, он уже не успевает, что ли? Кого? Чтобы раньше начал затемняться. Ты имеешь в виду? Вот это вот альфа, я понял, о чем ты сейчас. Вот здесь, чтобы он начинал это делать. Давай посмотрим. Я все жду, когда я промажу по ним. Хотя вот тут вроде не было мисс, он не попал по ним. Плееры еще и выжжен себе поднимем. Почему-то он их не цепляет. Ну, потому что он эти не цепляет, скорее всего. Не, подожди, что-то оно нифига не сработало, такое ощущение, что я сейчас переместил тут. Я что-то не то переместил. Подожди, а что это такое? Что это такое? Вот. Что-то оно там как-то неправильно его засчитало. Сейчас вот будет как надо. Вот почему он сейчас не попал? Почему он не попадает? Потому что не достает, правильно? Да, потому что не достает. То есть этот кубик, он немножко другой. Decrease player critical chance. Так, хорошо, есть контакт. Еще парочку моментов я хочу сделать. Я хочу вот этот вот товарища сделать чуть-чуть как-то... Как-то 6 и как-то 4, чуть побольше. А вот сам бордер сделать больше прозрачности, ему дать 45 где-то. Может даже 30, а то и 25. А ну-ка давай. Вот, это уже получше. Ну и самое интересное, что вот показывается, у этого мисс срабатывает, у этого evade срабатывает.
Ну вот уже что-то. И между прочим, мы туда можем еще засунуть всякое. Так как он таги принимает. Сам урон, количество урона, это надо будет кое-что переделывать. Скорее всего, нужно будет еще передавать вот этот указатель. Но я не уверен, что он его корректно там передавать будет. Вот этот event data. Может быть, придется урон именно вытащить, если мы захотим урон передавать. Но лучше будет отдельный метод создать, который будет create hit result text делать, да, и передавать туда int дополнительный, чтобы не тащить его здесь дополнительно зря. Просто это же он по сети кидает его и тащит эту инфу. Чтобы лишние байты не гонять. Ну, точнее, там не int, там float будет, но одинаково. 32, что float. Хорошо, есть еще один маленький марафет. Это еще чуть-чуть сделать его. Все-таки 35. И может быть... Может быть, подвинуть его сюда. Чуть раньше начал. Давай еще смотрим. Ну вот, есть контакт. Я аккуратно себе поднял, я вообще никогда не промажу. Так, хорошо, ладно. Вот это вот мы меняем на 0. Изначальный. Закрываем. Контейнер мы ничего пока не делаем. И здесь все же я еще ему меньше. 35, 25. Давай сразу 15. И побегаем. Пошли побегаем. Бам. Бам. Давай критикал прокачаем. Что, крит вообще выпадет хоть когда-нибудь? Давай. Не, decrease нас не increase player and enemy health regen. Давай армор лучше прокачаем. Enemy evasion. Давай вкачиваем enemy evasion, чтобы нам выбило эту штучку. Так сказать, в бою. А я кому сейчас хп порегенил? О, левел бы еще отображать. Вот чего я так подумал. Левел бы где-то отображать. О, мисс, видали? Мисс, я промазал. Мисс. Был четко все. Increase player and enemy accuracy. Increase player and enemy health regen. Decrease player and enemy accuracy. Вот это берем. Чтобы у нас чаще вылетали промахи. Прекращай. О, мисс опять, видали? 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 Increase enemy evasion. Берем. Сколько там уже получится? 4%? О, мисс опять. О, мисс. Прикольно. Реген. Increase player mana regen. Increase player evasion. Берем. Крит. Крит сработал, видали? Вообще кайф. Ладно, это я так надолго застрял. Хорошо.
отлично, все работает, все прекрасно, все чудесно. Все великолепно. Все как надо, все четко. Все, закрываем эту всю историю. Закрываем всю эту историю. Вот, блин, как же мне не нравится вот это, то, что нужно указывать user interface space. Можно ему здесь задать widget component space set widget space set widget space. Что ты там принимаешься? E-widget space screen. Мы сразу зададим вот это вот. А еще у него там булевая есть. Screen draw as desired size. Draw as get draw set draw as desired size true. Вот такие штуки мы сделаем сразу тут, потому что я не хочу это указывать у каждого класса самостоятельно. Просто зайти там эту штучку. Да я и вот эту штуку не особо хочу, если честно, самостоятельно указывать. Ну а что поделаешь? Тут как-то никак без этого. Так, ну здорово, сделали. Все, мы молодцы. Теперь идем делать то, что изначально хотели делать. Это делать наш выбор персонажа. Так, таги мы закроем. Damage Execution тоже мы закроем. Нет. Это я закрою, и мы сделаем... Все, мы сделаем такой коммитик. Всем, правда, надо было сейчас сделать, а потом этот коммит делать, но, увы и ах. Так, хорошо. По поводу выбора персонажа. Он клацает вот этот button play, правильно? И button play у нас button play use происходит. То есть то, что он юзнул button play. Угу. Он vertical box добавляет вот этого child и перед этим вызывает hide current widget. Level selection class он создает. Level selection class он создает. Подожди, а он его никуда не записывает? Button play widget. Но записывает button play widget. А этот будет у нас button character widget. Button character widget. Button character selection class. Мы вот так делаем, character selection class, UV character selection. Единственное, что по поводу карточек. Мы там карточки именно создавали. У нас принцип тот же самый будет. Привет. У нас принцип тот же самый, то есть у нас name, картинка, там дополнения только есть всякие. То есть либо мы отнаследуемся,
Но новый создавать что-то как-то нет смысла, что ли. Ну, прям новый имеется в виду от юзер виджета наследоваться. Здорово. Здорово. Здорово, здорово. Для меня Unity сложный, но попробую снова. Unity, ну, попробуй. Так, А так я с телефона игру делаю. с телефона это как? А на чем? Какой-нибудь мейкер? Какой-нибудь мейкер. Так. Кардинфа. Это не то. Level Entry мы создавали, да, и тот же самый, блин, идет. И можно, конечно, Character Entry, все дела сделать. Потом им их в общак объединить. Пачкет чади. Карманный код — это бесплатная визуальная среда программирования на базе визуального языка Chakrabat, предназначенная для создания игр, анимации и приложений непосредственно на смартфонах и планшетах Android и частично iOS. Она использует блочный подход, похожий на Scratch, позволяя программировать с помощью визуальных блоков-кирпичиков. Как же задолбали эти юзеры мобилок, работайте на нормальном ПК или на ноуте. Но, блин, на телефоне. Но на телефоне, да, на телефоне это, конечно, это интересный подход. А почему именно на телефоне решил? Привет, Xaris. Почему на телефоне? Ну, из-за того, что на компе все плохо, или потому что почему? Рива карта, конечно, вообще одинаковая. А, на опыте, понятно. Ну, они немножко, конечно... Ну, дело привычки, короче, понятно. Character Entry, а потом Master Entry сделать какой-нибудь. Его объединить, потом переделать... Как-нибудь или сейчас переделать. Просто действительно у них плюс-минус все одинаково. Также у них дополнительные фишки могут быть потом еще, которые тоже будут одинаковые. То, наверное, мы сейчас это все объединим. Сделаем в entry какой-нибудь. Так, ну вот это мы закомментируем пока что, потому что у нас нет этого класса. Character Selection, во-первых. Я на мобилке сделаю игру для мобилки. Буду зарабатывать миллионы. О, это 100%. А вот сейчас скачаю Unity месяц, буду тупить, через 5 месяцев начну ток делать. Да, почему Unity именно? Знаю, потому что C-Sharp? Знаешь, или почему? Или потому что мобилки это Unity? Так... Это классами. Сейчас создание классов какие не люблю это дело. Unity проще, мне кажется, но лучше год на обучение потрачу. Unity проще. Ну, в чем-то, да. Год. О чем там год учиться? Хотя до какого уровня, смотря, учиться.
Так. Понятно, что от user widget, но... 2D игр, например, мой проект симулятор Rust. Симулятор Rust это как? Что ты там симулируешь? На Расте. Так, давай спросим у ГПТ. Добываешь разные ресурсы, а затем крафтишь предметы. Сложность только в том, что у них разная редкость. Классический выживач. Так, все, с названиями класса у нас дела простые. Мы сейчас ГПТ все это задаем. Entry base. Base, кладовые, character entry. Ну, все как бы просто. Хорошо. Значит, виджет. Entry base. Создадим родителя. Entry base сюда, create его. Сейчас посоздаем эти классы, на перерыв пойдем. Потом выбор персонажа. Добавим. Будет для теста второго персонажа создать. Ну я пока разрабатываю, так бы добавил 100 крафтов, но телефон скажет пока. На телефоне это же неудобно, разве нет? Вот это вот. Это же, или как там сейчас молодежь делает? Вот так? Телефончики. Так, кривотон.
сразу открой мне плюсовой файл. Так а чё Unity? Давай на Unreal сразу. Чё по-детски с Unity начинать? Надо сразу, как взрослый человек. Как взрослый, осознанный, сразу на этот Unreal. Я в техподдержке работаю. Эти менеджеры со своих мобилок задолбали. То им не то, то не это. Подожди, а в техподдержке чего? И менеджер со своих мобилок, то им не тут, то им не это. Это в смысле? Так, вот техподдержка, это у меня знакомый в техподдержке работал, там столько историй было интересно, но он в техподдержке техники, что ли, по молодости, так сказать. Там столько историй всяких. Югиля. Возможно, знаешь. Гелия. Гелия. Возможно, не знаю. Ну, в общем, там столько историй, там как там включить и выключить, вот эта вот история всякая, там про то, как не могут. Есть такое неудобно ток в плане экрана. Ну, вот это, короче, ну, опять же, дело привычки. Там. Индиго, давай тогда нам истории какие-то интересные, давай, коль ты в поддержке, у тебя там истории, наверное, каждый день плюс 10. Чаще всего включить и выключить помогает хех. Не, это да, Сейчас это... я кину. ТГ кинешь, кого ТГ кинешь? Свой ТГ, а зачем? Индиго, давай историю какую-то из этого. Фото моей игры. Твои игры, фото, ты прикольная, конечно. Можно в Discord есть в описании там. И там есть отдельный раздел у меня в группе. Там можно поделиться своим проектом. Что я делал? Надо отнаследоваться. Паблик. UV and Rebase. Че за игра? В смысле, что за игра? Rebase. А, в смысле, то, что я делал, что за игра? Vampire Survival Diablo. Между ними будет. У нас же просто система управления проектами. У пользователей этикеты неинтересные. Ой, да, неинтересные. Там по-любому каждый день что-то интересное. Вот по-любому. Так, V-Entry Base. V-Entry Base. Мы его подключаем. Что тебе здесь не нравится? V-Entry Base is not interface. Canon для чего? А, тьфу, балбес. Взял множество наследия, сандалил. Гений. Так, вот этого покемона мы вынесем туда. В Entry Base. Так, допустим, вынесли в 7. Есть вот контакт. Если съездить мобильную игру и сделать ее под ПК мега реалистичной, меня могут засудить. Под ПК мега реалистично, ну да. Там есть же какой-то процент, который должен совпадать. Типа, если он совпадает, то тогда тебе привет передадут. Вот, поэтому... Поэтому не надо что-то свое сделать. Зачем?
Можно условно вдохновляться и смотреть и повторять то, что там, и переносить что-то свое, а не просто Ctrl-C, Ctrl-V и фильтр DLSS 5 натянуть. Так, хорошо, мы создали, теперь нам надо создать character entry. Ну, типа приводки. Типа приватки, не понял, что значит типа приватки. Чужой проект, только ты свой приватный сервак как делаешь, ну это мы осуждаем, это воровство, нет? Разве нет? Вообще, ну, наверное, как разработчик этот поведет себя. Какие там у него пользовательские соглашения, все дела. Что делаю? Я создаю класс. Характер. Character entry. Dun. И еще один класс нужно будет создать, который всем этим управлять будет. Так, level entry мы ничего не трогаем, подожди. Даешь игру старую версию старых разработчиков, чтобы новые ничего не смогли сделать тебе. Потом делаешь сервера, все меняешь и продаешь ее по 300 рублей. Берешь игру старую версию старых разработчиков, чтобы новые ничего не смогли сделать тебе. Потом делаешь сервера, все меняешь. А что именно 7 дней продаешь? Потому что потом прикол, прилетит тебе бан. Или еще почему 7 дней? Но это осуждаем такие действия, не надо так делать. Бабки лутать сервера не бесплатные. Не, бабки лутать, это понятно. Все бабки лутать, все ради бабок, но... Блин, selection base тоже надо сделать. UV selection base. Блин, как же я осуждаю эти миллионы классов. Это ужас. А иногда до маразма доходит. Это когда класс создают ради одного поля. Это прям... ужас. Эх, а раньше делали игры, чтобы порадовать геймеров крутой идеей. Ну да. Видишь, и сейчас бабос. Сейчас все бабос.
Так, а что мы сюда переносим? Скроллбокс мы переносим, точно. Вот это мы не переносим. И это мы тоже не переносим. Мы только скроллбокс переносим. Вот ради одного поля я и сделал. Ну, там потом другое будет. Там потом кое-что другое будет еще. Че? Подожди. А что здесь? А, это в selection level. Вот здесь. Вот. Все. Все хорошо, дыши. Говорится, вот сюда вот убрать. Все, перенесли. А что ты тут в scrollbox? Native construct, да, это ты его засовываешь, здесь создаешь. Child, да и понеслась. А откуда ты все это берешь? Levels D. Залетает. В классе указано. Ну, какая гадость. Но это он тут свое создает, да. Там native construct свой будет у character selection. F7. Где failed? Молодец. Сейчас еще один класс создаем. Вот этот характер. Этот идем на отдых. На перерыв. Перерывчик. Так, давай сюда. Что там? Selection base. Характер. Характер selection. Create class. Так, ну чё? Погнали на перерыв, в общем-то. Давайте 5-10, максимум 15 минут и продолжим, окей? Так, продолжать. Как у нас вообще все это происходит? Еще раз. У нас есть характер loadout вот этот. Правильно. Здесь он создает вот этот selection. Selected. Мы его записываем. В этом варианте. И потом мы его скрываем, открываем. Правильно? Правильно. А он должен будет уже там внутри создавать этих персонажей. У нас же там их несколько, список.
Давайте вначале создавать его начнем. Так, button character. Вот это вот мы раскомментируем. Вот это мы закомментируем. Есть контакт. Это мы раскомментируем. А это мы сюда подставим. Угу. 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 Так, это мы сюда перейдем. Хорошо. Character Selection Class есть. И есть UV Character Selection Button Character Widget. Там потом Skills, Inventory и прочее. Хорошо. Есть. If button character и object. Молодец. On button use .add object this UV character button. Ну не play button character use. Button character use. Создаем button character. Character use. Есть такой красавчик. Что мы делаем? Правильно, мы делаем вот так. И передаем button. А что он там мне предлагал? Button character. Button character из widget. Подожди, что? Button character widget, да, все правильно. Ага. Здрасте. Ну да. Он же не может его преобразовать. Из-за того, что он не знает, что это такое. Теперь он знает, что это такое. Апкаст сделать он не мог. Так, хорошо, он сделал этот апкаст. И в button character, бла-бла-бла. Ну, давай посмотрим, что он тут мне написал. Правильно ли он все написал? Button character class is empty. Ага. Button create этот. Vertical box child. Да, он его создал. Я хочу теперь сделать метод template class name какой-нибудь и create widget и принимающий указатель по ссылке, чтобы его назначить, обозначить. Vertical box button character widget. Чтобы вот это не переписывать, потому что вот это вот будет тянуться у нас там очень и очень долго. Как раз таки вот поэтому у нас там и общий этот идет UV selection base. Давай запишем сюда в private, думаю, будет. Template type name class name. Create
Create widget. Widget selection. Selection widget. Create selection widget. UV selection base. Виджет. Что-то я забыл, правда? Коид, да, коид я забыл, да. Конечно. Так, хорошо. Есть такой покемон. Мы его, наверное, даже сюда засунем. Мы его сюда. Не, подожди. Да, сюда все верно. Сюда мы его засунем. Так, никаких инлайнов. Тут ты мне тоже он. Что тебе не нравится? Ты ему классные именно не нравится, что я ему указал, или что ему не нравится. Буш Т, значит. Хотя это не то. С маленькой буквы он не должен триггерить его. Еще раз. Declaring comedy function avoid class name error type widget. Error type. Ты не можешь принять этот, что ли? Не, все тут. Не задрачивай, в смысле. В смысле? Вот я его прописывал, вот. И спокойная вот реализация в этом. Чего мне не нравится? Или визуалка, или я, или кто? Где я вообще был? Давай, чтобы он точно не дрочил, потому что оно занято это. Во-первых, а во-вторых, вот так сделаем. Selection base. Я балбес. Мы же не подключали его, он же не знает об этом. Да. Все, вопросов нет. Вот F8 в помощь, как говорится. Я уже думал и на то, и на то. Ну, будет виджет класс. Нормально. Так, и переносим туда эту всю инфу. То есть у нас вот этот тут покемон летит сюда. А button character widget, он везде с ним играется. Он проверяет его. Selection. Вот. Вот этот надо disab class off. Чтобы был. А вопрос, а он примет общак? Disab class off you в этого, ну-ка. Disab class off UV selection base. Selection class. Мы по ссылке шлепнем лишнюю инфу, чтобы не передали. Хотя подожди, а сколько ты весишь? 8 байт. А, смысл тогда.
меня вопрос, он примет его или не примет? Очень важный вопрос. Не, он так не умеет. Он обказ там внутри не сделает. Но тут все, конечно, просто. Мы можем сделать вот так. Тут нам-то чё? Правильно? Ага. И что тебе здесь не нравится? Тебе вот это вот не нравится, правильно? Подожди. Remove the subclass of UV character selection. No instance function template creates button character widget. UV character selection. Здесь мы же поставили, чтобы он принимал selection base сам. Молодец. По идее, мы же должны его поэтому передать, правильно? Подожди. Но это неправильно, понятное дело. А как его здесь через T-Object Pointer сделать? Это не то. Так не пойдет дело. Ну да, он полностью должен его принимать, правильно? Он обказ не может сделать. Дело в том, что... Понимаешь, в чем прикол? Он обказ не сделает его. Тогда зачем нам, подожди, а зачем нам именно вот это вот виджет класс? Что за приколы? Мы же с ним работаем, правильно? Правильно. Шлеп и все. Только нифига. Подожди. Все, я нафиг сломался. Мы передадим именно вот этот UV level selection и character selection, правильно? Правильно, виджет класс передаем. Передаем его виджет по ссылке. Здесь selection точно такой же, как и этот. Передаем именно T-subclass вот эту штуку. Все верно, все верно. Create selection widget. Ну, скорее всего, он из-за обкаста. Там буянит. Ну, я человек простой, я сейчас просто этому скину.
Он не конвертирует его, ты понял? Он ссылку так не умеет. То есть, либо вот здесь надо t-object pointer убрать, либо сюда сделать через t-object pointer, t-object. T-object pointer вот так вот делать. Ты понял, да, в чем прикол? Будем знать. Будем знать. Я думал, он умеет, а он не умеет. Так. Вот, и теперь ему все хорошо. Button character widget, мы передаем character selection класс, мы передали. И все, он под этими классами все делает. Потом selection класс у нас идет сюда. Вот он его здесь проверяет на всякий случай. Ну и добавляет виджет, все, есть контакт. Ну и то же самое нам надо сделать тут. Передать button play widget и передать selection класс. Все. Ну и сам класс-то указать тоже надо. Все. Вот такие вот красавцы тут. Вжух. И создали такой замечательный метод. Что-то я про вот это, то, что он не переведет его, это, конечно, это что-то новенькое. Не знал о таком, не знал. Думал справиться. Он не справится, ну и пожалуйста. Так, хотя, по-моему, это как раз-таки по ссылке, то, что передавать, по-моему, где-то это такая фигня была. Так, чего ему не нравится уже? Виджет класс. Осуждаем. Вот. Так. New classes. Сделаем вот так вот. Мы тут подобавляли классов, но это мало, надо было делать до вот этих вот приколов, которые мы тут наделали. Но тем не менее. Так, hide current widget. Тоже его скрыть. Все, мы работаем с этим. Здорово, здорово. Он создаст этот виджет и удалит его. Давайте сейчас запустим, создадим этот виджет. Что-нибудь туда добавим, какой-нибудь белый квадрат. Наверное, вот так вот level. Разделим его. Here. Characters. Класс. Не, подожди, не entry, а selection. Selection мне нужен. Character selection, хорошо. Открыли. Вот он уже хочет scrollbox. Мы ему сделаем. А что мы сделаем? Подожди, я хочу посмотреть Ой, в левеле selection, как у нас sizebox, scrollbox, все. Простой такой sizebox, scrollbox. Compile. Только вот сюда я хочу сделать border. Но он не совсем так. На самом деле scrollbox, да, но не совсем. Же немножко другой.
А, подожди, так не, все правильно. Ну да, мы даже нажали, это не тот. Это другой будет, это будет этот другой. Другой будет этот другой. Ну там тоже скроллбокс понадобится. Вдруг у нас этот список, поэтому сразу скроллбокс. Так, давай ты какой-нибудь будешь типа фил. А чё и толку от того, что ты фил? Короче, компайл. Все, паддинг 100. 0. Такое 100, все. Так. Вот у нас тут character loadout. Button character. Character, вот. Button character. Все отлично есть. Давайте вот здесь напишем characters. Compile. Я не знаю, зачем вот это вот мне тут. Текст, блок и button. Я сделал его. Это в том он. Ладно, неважно. Хорошо, добавили, погнали. Не-не-не, в главное меню погнали. Так, characters. Нажали и улетели в помойку. Потому что я класс не добавил. Так, да. Понятно, character loadout. Я же здесь класс не добавил его. Character selection. Вот, и он создает, все отлично. Оп, все работает, у нас все переключается. И все прекрасно. Здорово. Здорово. Так, ну это он создает пока кубик. А вот теперь надо character entry, чтобы вот этот сработал. У него там есть свои приколы с наведениями. Он как батон же у нас идет. Если entry base посмотрим, он весь как батон. То есть, короче, он батон. Он батон, хорошо. Он батон. А в character selection пока пусто. Ну, пока пусто, пусть будет, хорошо. Character entry не пусто. Он должен будет на native construct virtual. Native construct. Right. Так. Construct. Хорошо. Он вызовет... он что сделает? Ну, он подпишется на батоны. На нажатие. И... подожди. Воу. Я зря закрыл. Он же должен будет создать их. Вот эти вот штуки и заполнить скроллбокс, как и этот заполняет. Что я закрыл, это беда. Ну, заново открывай. Character selection вот этот, он же должен будет заполнить его. Тоже на native construct.
А кто это будет? Level selection. Levels D. А, это TRA. Вот. Персонажи у нас UDA. Character Base. И Player Character. DA Player Character. TRA UDA Player Character. UD Player Character нам нужен. UD Player Character, хорошо. TRA UD Player Character. Character. Characters. Подожди, а как я там назвал его? Levels D Characters. Characters D. Так, есть контакт. Кстати, можно одним методом сделать. Ну, блин, это все один метод будет для двоих этих ребят. Тоже можно шаблонный метод засандалить и передать туда эти все приколы, но не хочу. Так, data assets slash player character. И также нужен еще character entry. Это widgets include widgets character entry. Entry уже есть. Character entry. Ой, подожди. Player character. Player character. Thursday. UV. Character. Character UV character. Вот. И вот тут мы пришли к тому, что нужно создать дополнительно еще этот t-sub class of character entry. Так, есть контакт.
И нет, и нет, и нет, и нет, и нет, и нет, нужен и нет. Void entry base. Дело в том, что он там разные эти принимает в себя. Понимаешь, в чем прикол? Мне кажется, что-то как-то не очень, наверное, будет создавать метод инициализации шаблонный. Потому что это будет какая-то сильно нечитаемая история. Очень нечитаемая история. Тем более он у класса обращается. Это если бы он еще у этого обращался как-то. Void init. Так, что такое с маленькой буквы? Так, он должен будет D принять в себя. Как я там их назвал? D level entry D. D player 3. Актер. Наверное, характер его назову. Player характер. А что у нас еще тут на инициализации происходит? Угу. Все неймы происходят. Вот что происходит. Вжух. 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 А еще знаете, что вжух? Еще вжух вот это вжух. Но есть нюанс. Есть нюанс. Нюанс заключается в том, что там нет таких данных. Вот в этом покемоне. Вот в этом покемоне нет такого понятия, как name, description и магия и все прочее. Поэтому нужна характер name. Характер и характер и магия. Поэтому надо создать. Надо создать. Что у нас тут есть вообще? Skill, left mouse button и всякие прочие шляпа. И текстуре 2D.
А как он его устанавливает? Там через SetBrush from Soft Texture, ага. И Soft Object Pointer. U Texture 2D. Я не уверен, что он знает об этом, поэтому я ему объясню на всякий случай. Так, ну все, отлично. Теперь все есть. Он передаст это. Так, нет, стоять, я все время с этим досижу. Прекрасно, прекрасно. Character Selection, вот он его entry класс. Он должен взять и вызвать init character entry. Сейчас поменяем scrollbox. Потому что ты не знаешь, что такое scrollbox. Но мы тебе объясним сейчас. Характер. Вот. Он один раз его запустит. А с этого момента поподробней. Этот френд написан чуть ли не первыми строчками. С какого такого ты решил на него поругаться? И на конс здесь ты решил поругаться. Не, что-то тебе плохо. Друг, что-то тебе плохо. Я что, его куда-то стер, что ли? Я, походу, случайно удалил. Ну ладно, бывает. Бывает и такое. Ну, запускаемся. По идее, сейчас мы должны датасет создать еще одного персонажа. Но мы разный нейм дадим ему. Точно такой же, просто нейм там другой будет. И записать его сюда. Character loadout. Нет, вот этот selection, border в помойку. Вот здесь указать entry, который мы не создали. Который нужно создать. И заполнить этими дата-астами. Давай, player night, тест. Тест. Откроем его. Name это тест. Тест характер. Супер дупер деск. Риптион энд море. Так, характер и магия, это у нас будет какая-то такая, там, андроид будет. Все остальное мы не трогаем.
Подожди, а где ты его открыл? Night. Супер. Warrior. Warrior. Угу. Магия будет этот. Так, есть. Сохранить. Сюда добавить. Тест добавить. Даже, конечно, они все в виджете, что-то меня не очень радует, но добавлять их куда-то в другое место, чтобы потом это другое место подключать к этому виджету или каким-то образом передавать в эти виджеты. Что-то как-то не очень. Хотя можно было бы в этом виджете их держать. В том виджете, который самый главный, который создает эти виджеты, как раз таки передавать их там при инициализации. Но с другой стороны, это передавать всю эту пачку, инициализация тяжелее становится. Хотя она и так будет тяжелее, что так в памяти она будет загрузить. Одинаковая история. Точнее, не в память загрузить, а передать. А если передать, значит он будет память засрет x2. Потому что он там хранит и там будет его хранить. А если надо будет... Короче, что-то мудрить надо будет. Вот это мне не нравится. Вот так ничего не надо мудрить. Ой. Так, открываем. Ему все это не нравится. Мы сейчас стырим отсюда всю эту структуру всего. Пока оставим такое. Не хочу ничего настраивать. И указать ее сюда надо. Так, подожди, это немножко не тот уровень. Пожалуйста, есть Night, есть Super Warrior, наш Night, все подтянулось, работает, тест-характер у нас тоже есть. Теперь осталось самое интересное, нам надо подписаться на эти все клики. На клики подписаться надо. И чтобы что? Правильно. Чтобы он нам запустил игру. Он нам запустил игру. Именно за этого персонажа. О. Восклицательный знак волчара. Да-да. Чё на ты? Да. Так, тест-характер. Хорошо, все есть. Здесь мы нажимаем play, у нас левелы есть, характерсы есть. Все он нам не запускает. Подожди, я осуждаю, он нам запускает. Он должен записать это. То есть мы нажали куда-то, и он это в Game Instance должен отправить. Запускает у нас вот этот товарищ. Вот это он должен в Game Instance отправить. Бац. Бац. Так, погнали Game Instance. Так, Level Entry. Я на такие сложные моменты в интерпретации некоторых датасетов наткнулся. Кажется, придется реверс-инженерить Елдин. Ну давай поподробнее, о чем речь. Угу. Угу. Угу.
Угу. Угу. Угу. Угу. Значит, вот так вот, да? Угу. Так. Ну есть там дата-сеты класса Spefetched. И там такая хренотень. Есть политипы этого эффекта. На вики написано, что определенные варики отвечают за ресет при добавлении, другие за стакане. Третий за удаление предыдущего и так далее. Там есть такая хрень. Ну, логично, что определенные данные отвечают за определенные вещи. Нет? Разве нет? Или я что-то не выкупил? А еще написано, что одни поля работают при правильном значении других. Блин, ну вот этот button use можно сделать через virtual void, но его переопределять надо будет. Ну вот эта строка там всегда будет находиться. Ну а virtual это дороже. Вот это вот чисто с класса можно, тогда названия должны быть одинаковыми. То нифига мы не можем сделать. Поля работают при правильном значении других. То есть если условно где-то указано 10, int какой-то 10, то он работает, а если 8, то нет. Как это сделать ресет эффекта, если это ничего не изменит? Разве что таймер обновит. Так, я ничего не понял. Подожди, давай вернемся к этому. То есть у тебя, если какое-то значение 10, то он работает, если какое-то нет, то нет. Ну, в коде где-то написано. Короче, полностью раскрываю весь код. Полностью. И вперед. О, какая боль. Какая боль, подожди. Ну, нам надо к game инстансу обратиться и записать. Дело в том, что записать вот этот датасет. Вот, да-да-да, вот туда глянь, да, там как раз будет. Так, ну он шаблонный. Это уже хорошо. Main Game Instance. Вот этот товарищ у нас уже открыт. Пупуру, пуру-пупу, однако. Пупуру. Пупуру-пупа, пам. Пам-парам-пам-пам-пам-пам, однако. А где он находится вообще? Наверное, в плеере. Player main game instance, да. И вот там вот мы должны ему как раз-таки создать какой-то метод заряда set. Set какой-то set. Void set tier d. Но сейчас меня больше другая мысль волнует. Вот есть дата-сет, который отвечает за данные моба, радиус и высота капсулы, радиус интеракта с окружением, скорость поворота и так далее.
Вот есть дата, которая отвечает за данные моба, радиус, высота капсулы. Ну да, есть такой, вопрос какой? Так. Что такое? И там есть дебаг поля, отвечающий за то, какая анимация проигрывается при нажатии определенной кнопки. Есть дебаг поле, чисто то, как они вот теперь. Дебаг поля, отвечающий за то, какая анимация. А значит, есть датасет, который отвечает весь пул анимаций. Что-то как-то сложно. Плеер, характер. Плеер, характер, DA. Подожди. Нам надо теперь его записать. DA, плеер, характер. Может быть, кстати, сейчас preload map сработает. Подожди, дай подумать. Пам-парам-пам-пам. Сюда T object pointer. Такой сет я не нашел, но у меня есть мысль. Добавлю в прогу для просмотра сетов поисковик по данным полей. Но меня еще добавлю в прогу для просмотра сетов поисковик по данным полей. Как все сложно у тебя. Ну добавь, попробуй. Так, а что тебе это даст? Чтобы править это все потом. D, player характер. Set character D. Вот такая вот история у нас. И дальше я хз. Как? Какой-то моб использует аниму 00020 для иду стойки. Введу ее в поисковик и легко найду этот датасет. Ну это... Вот ты знаешь, какого моб использует аниму 0002? 000002. Ну, найдешь ты ее именно поправить, типа, хочешь или как? Или просто чтобы найти? Так, надо спросить сейчас у... Это чисто, чтобы легко найти датасет, зная значение его полей. Это удобно. Нам надо сейчас спросить у него, как нам сделать это. Знаю, черные ножи юзают эту аниму. Черная ножа, что за черная ножа? Так, Эти мобы-ассасины. Они еще были в литургическом городе невидимы. бассейны еще были в других городе невидимые. Ой, это вторая часть? Вот эти вот ребята, что ли, осуждаемых? Хотя зачем тебе поясняю? Шанс, что ты вспомнишь меньше 0.01. Ну я вспомнил их или нет? В литургическом городе. Я помню только в лесу этих невидимых. Осуждаемые? Ты о чем?
Но даже они невидимые, мы их осуждаем. Так, ладно, я ему отправил задание. Сейчас посмотрим, что у меня. Точнее, не задание, а вопрос. Так, есть специальный метод для этого. Get default town class for controller. Угу. Game мод вызывает этот метод, когда спавнит пешку для контроля именно здесь и поменяешь классную игроку. Чего? Get default town class for controller. Имплемент. В гейм-моде. Хорошо, я его переделываю. Черный нож стихия считается одним из сильнейших саммонов в Елдине. Она очень мощна против жирных боссов. В Элдене. Фу, я что-то про Dark Souls подумал. В Элдене вот тот черный нож. Фу, ёпта, я понял о ком-то. Я подумал про Dark Souls вообще. Думаю, что там за невидимые. Короче, это на самом деле очень проблематично, наверное, будет. Я вообще не помню невидимых в DS3, кроме Иритила. Во второй. Вторая часть. Блин, ладно. Ну, окей, мне не нравится, но... Что поделаешь? Так, я это скопирую. Главное, что без супера, да? Да, вот он сам. Я же поэтому и говорю, осуждаем их. Human Game Instance, бла-бла-бла, Instance. До сих пор флешбеки, как эти уроды ваншатают моего персонажа с 50 хп бигстебом. Да, идешь, бац, такой, чпок. И все. Так, set character D, UD. Get character D, get selected. Selected set. Selected set selected. Set selected. Так. Есть вот эта вот фигня. И что мы делаем? А знаете, что мы делаем? Мы делаем следующее. Get default class for implementation. Супер, возвращаем. О, как. Ты еще не нашел его здесь. Мы возвращаем супер. Мы возвращаем супер. А если он его нашел? Все окей. If надо подключить.
Что там дальше он говорит сделать? Он проверяет... Он сразу проверяет эти классы, то есть game instance get selected character DA и game instance get selected character DA. Character class. Character class. Ах ты мразь. О, как. Вот так вот сделаем мы. Нам надо его загрузить. Мы это в основном потоке будем делать, самое интересное. То есть мы стопнем. Но мы его стопнем. Да. По идее, все, он должен будет назначить, обозначить его. Сейчас поменяем класс сам у этого покемона. Тестовый сделаем. Там манеквина назначим вместо этого рыцаря. И посмотрим, что получится. Получилось или нет. Так, значит, player. Knight. Character class. Player character test. Тут. Player character. Блин, как player controller звучит. Player Knight. Это будет просто player character. Мы его откроем. И здесь в mesh мы поменяем на many simple. С мечом. И в тесте мы его выберем. Player character test. Так, uFunction. То uFunction, button use uFunction. Понятно, ладно, схлопывай. Дубль 2. Дубль 2 или дубль 3. Ладно, пусть нашлепнут. Уже перейдем туда. Может, иконочка вылезет какая-то, мисс там. И никто не промазал вообще не. О, мисс один был, видали?
один раз мисс был. Так, мы нажимаем характер. Мы нажимаем Knight. Все, мы нажали Knight, нажимаем Play, выбираем карту. Мы Knight. Мы нажимаем характер, мы выбираем тест характера. Нажимаем Play, выбираем карту. И мы все тот же этот. Это прекрасно. Во-первых, происходит ли сет? Давай вот тут окей, вот это уберем. И что у нас здесь происходит? Так. Day Night, да, все отлично. Потом мы выбираем вот этого. Угу. Угу. Я брейкпоинт убрал, молодец. О, да, все тест, все у нас хорошо. А потом мы нажимаем play сюда, срабатывает вот эта вот история. Это ошибка здесь. Дело в том, что вот этот товарищ у нас вернет false. Второй раз сработал, третий раз сработал. Что он 3 раза сработал? Кстати, а как уклонение реализовывается? Мне просто интересно. В момент попадания оружия по персонажу есть шанс срабатывания? Ну да. Ну, у тебя есть какой-то стат. Но у меня 2 варианта есть промаха. Это есть шанс попадания, такое понятие, как у персонажа, accuracy. И есть шанс уклонения. То есть шанс попадания — это попал ли ты, это он вначале прокается. А потом шанс уклонения — это он берется уже у того, по кому попадают. То есть если у тебя какой-то там процент, допустим 50, и ты просто берешь и бросаешь от 0 до 100 и смотришь. Если бросил больше, значит попал. Если бросил меньше, значит промазал. Значит урон не надо наносить. Все. Ну, такая самая базовая, простая история. Все, я сбился, что-то делал. Вот этот товарищ нам все парашу вернет. Там дело в том, что он парашу, короче, вернет. Как бы его проверить так, чтобы было хорошо. Ну, наверное, единственный вариант — это только через load synchronous его проверить. И здесь тогда get. .get, вот так. Можно было бы, конечно, еще интереснее. Нет, интереснее не получится. Вот. Вот и вот у наш персонаж. Сюда. Выбор персонажа готов. Видали, видали? Пау. Пау. Так, player health max. Что мы? Accuracy прокачаем, чтобы мазать меньше. Оп. Оп. Кто-нибудь промажет, нет?
Increase player and enemy health regen. Strength. Давай силу прокачаем. Мисс промазали. Они промазали. Enemy evasion. Промах. Надо отхилиться. ХП. Я, кстати, подумал, можно бонусы какие-то временные давать. Точнее, не временно, а эти, допустим, отхилить. Ты левел получил, ты можешь full отхил получить. Restore all your stats. Restore health, mana, и это для плеера такой бонус. Ну, допустим, вот ты помираешь, и вот там сейчас тебя убивать будут, и вместо того, чтобы какую-нибудь там силу или хп макс увеличить себе, который тебе не надо, ты можешь, может, прокнуть, ты такой бац, похилился и выжил. Increase player and enemy evasion. Промах. Ну, промах в смысле, не тот промах, дает. Теперь делаем на Knight, play, запускаем, и вот мы Knight играем. Здорово, здорово. А теперь самое интересное. Мы нажимаем play просто. Мы играем за Knight. Потому что там вот этот товарищ. Вот здесь у нас парашу вернет. Вот здесь у нас параша произошла. И он дефолт взял. А дефолт у нас как бы наш Knight. Но потом дефолт мы сами там впишем. Как бы тут все понятно. Еще надо поставить, чтобы выбор был какой-то, что мы нажали, непонятно. Надо, типа клик, и он как-то активировался. То есть обводка какая-то появилась. Бордер добавить надо, бордер. Если он кликнул, добавил бордер себе. Нужно будет делегат добавить. Потому что когда кликает по второму, надо, чтобы он очистил других. Делегат добавить и метод, который бордер будет делать visibility просто. Блин, там не visibility нифига. Там же у него идет этот, так не подать. Сейчас бордер сделаем, мы, наверное, на сегодня закончим. Давайте делегат. Selected character, он character selected. Найти delegate. Он character selected. Мади, что дела? Void selected. Он character selected. И он button use вот здесь. Он делает точка execute if bound. Execute if bound. Хорошо. Мы идем теперь в character selection. Вот здесь, где он их создает. Мы должны их взять и сделать get on
character selected точка bind you object this UV character selection selected. Кстати, вот тут можно и все остальное там передать, допустим. Но мы пока ничего не будем передавать. Void character selected. Character selected. Что он делает? Он должен у всех остальных отключить. Его отключить должен. То есть он берет scrollbox. Scrollbox. То есть for. Я того душу любил. Ответственно заявляю, я того душу любил. For... Там user widget. А может и не user widget. Get all children. Там uWidget просто. uWidget. Можно, конечно, сразу записать, но единственное, что мне не нравится, это... Это мне не нравится, что мы память будем выделять. Так, это вот... Это не проблема. Память я не хочу выделять. Character entry. Есть, это мы записали. Значит, мы просто-напросто делаем какой-нибудь unselected. У него будет selected и unselected. Здесь это вызовет selected. Void selected. Что сделал? Selected. Я не хочу... можно был be selected. Be set select selected mode типа такого сделаем. Selected, хорошо. Else у нас что-то такое происходит. А что у нас происходит? Как у нас вообще там все устроено? Как у нас все устроено?
Он еще и батон у нас. Вот проблема, что у нас батон. А может это, кстати, и не проблема совсем. Может это благо. Смотри. Ой. Bind widget. И мы просто-напросто if мы сделаем иначе if border set visibility be selected. Yes, slate visibility. Если selected выбран, то visible, иначе yes, slate visibility hidden. Set selected mode. И значит вот здесь вот после того, как он триггернул его точка, я сейчас дам больно точка, здесь true передаем. Здесь вот character entry set selected mode false. Вот. Изначально border сам по себе hidden. Hidden. Он же скроет все. Гений, просто гений. Так. Он же скрывает всю иерархию свою. Оверлей его поставить, может быть. А можно тебя, значит, replace with overlay. Так, подожди, это надо закрыть. Compile. И вот он вытащить сюда. Над border растянут. Не, подожди, верни на место, как было все вот это вот. Вот все, это sizebox. Вот этот border. Давай сделаем иначе.
this. Вот так вот мы сделаем это. Тут туру, привет. Приветствую, привет. Так, вот он есть, и вот мы его скрываем. Хидена его нету. То, что нам надо. Так, теперь мы это все перезапускаем, чтобы это вот скомпилить. И посмотрим, как оно будет работать. Плюс бордер еще надо будет назвать бордером. Так, бордер. Да чтоб тебя, бордер. Хранить. 3D News пишут, что бывший разраб первого Ведьмака утверждают, что разрабы Kingdom Come сейчас делают игру по вселенной Властелина колец. Да ладно, а кто им бабло столько дал? Ну, их должны были нанять, и этот... Ну, слушай, это мощь. Ну, смотря... Слушай, это вообще мощь, это прям секс. Если вот это прям секс... Ну, опять же, получится ли у них сделать то, как вот можно сделать? Говорят, ОАЭ 100 лямов дали. Так это немного. Для... Там, наверное, права стоили 100 лямов. А у кого права? Они же, по-моему, Warner Brothers, нет? На игровые адаптации, нет? А, ну и на фильмы, по-моему, что же у них. Ну, короче, если это так, то это прям хорошо. Но лучше без секса. В смысле? Секс, сцены и так далее. Осуждаю. Сейчас, что хотел сказать. Ну, блин, это ждать еще. Ты представляешь, сколько это ждать? Смотря, опять же, вот «Властелин колец», что по вселенной, Не подтвержденное, если что. Сами Варкарсы отрицают. Не, ну понятно, что они будут отрицать до последнего. Но если это так, то фиг его знает. Посмотреть. Смотря что, у ВБ вроде на Сильмариллион, а на сам ВК у кого-то другого. Осуждаю секс во «Властелине колец». Толкин избегал этих сцен. Ну и правильно делал. Короче, в общем, сильно много вопросов. Так много вопросов, так мало ответов. Все отлично работает, все четко. Мы нажали play характер, и вот он у нас висит. То есть мы сразу знаем, что у нас за плеер. За персонаж выбран. Все четко? Четко? А ну? Что скажете? Четко, не? С этим, наверное, то же самое надо будет делать. Ну, у них общий класс там перенести вообще без вопросов. Вот это тоже, кстати, надо выделить. Где именно мы сейчас. Прикинь, битва с Сауроном с байвкой с ККД-2. О, это беда. Ну, я не знаю, что там во второй части. Она вроде попроще, там меньше направлений говорили. Ну, я видел, что там меньше направлений. Говорили люди о том, что она попроще. Но, блин, с первой частью не надо. Спасибо, не надо. Спасибо, нет. Оп. Оп. Вот так. Все сделали. Это мы молодцы. Молодцы? Мы молодцы. Выбор персонажа есть? Есть. В первой части 5 направлений укол. Во второй просто 4 направления, как в Мунте. Без укола? Так это же имба укол был. Они взяли имбу, убрали. Сейчас обидно стало. Того 6, а так 4, минус 2 направления.
Ну, минус 2 удара. Ну, попроще, да. Укол делается направлением снизу. А направление снизу вообще, получается, убрали. То есть укол как бы остался, просто он теперь снизу. А этот... или как? Или В как? первой части укол был лютым говном. Его всегда блокировали. Не играл, но, видимо, да. А, окей. Ну как этот, ну ты подстаниваешь, там, допустим, как-то обманка, подстанила, а потом укол делаешь, и нормально шел. Только на ура в глаз так тык. Так, хорошо. У нас есть, следующий у нас по плану, это скиллы делать. Вот, скиллы это уже весело, это уже очень весело. Скиллы нам вначале сделаем, какие-то базовые, что-нибудь там. А что у Найта можно будет там, какую-нибудь крутилку сделаем ему. Сильная атака, допустим. Ой, подожди, это не то. Какая-нибудь сильная атака там, или забаф. А неважно, какие финты юзаешь. Вероятность блока укола 99,999. Да. Хорошо, пусть будет так. Мы не будем. О, по нам кританули, видали? Видали, там вылетело крит. Оки-доки. В общем, таланты будем делать по тому же принципу. Вот здесь вот какие-нибудь skills. Древо талантов и выборка наших талантов здесь появляется. То есть мы нажали. Появляется наше древо. И там мы можем таскать из нее этот. Такая тактика. Провернулся, отбежал на 3 метра, повернулся к варве, делаешь парирование. К врагу. Врагу. Блин, так боевка там шляпа Kingdom Come. Вот когда особенно два противника, там камера просто отвратительно себя ведет. Короче. Для меня боевка шляпа шляпная, просто неудобная максимум. Абсолютно всегда делают атаку после разгона к тебе. Так, ладно. В общем, планы наметили на следующий стрим. По идее, завтра, но там посмотрим. Ох уж эти попытки в реализм. Да. И скиллы сделаем. Сюда их добавить. Ну, слушай, ну там надолго на самом деле скиллы, потому что ветку делать, как она будет взаимодействовать. Ну, там таги. Будем использовать что-то с тагами, походу. Вот этими геймплей тагс. В общем, как-то так. Ладно. Что ж, ребят. Сегодня все. Сейчас мы сделаем вот тут характер. У меня была такая ситуация. Я пошел далеко в лес за квестами, заселился перед лагерем бандосов, собрал птиц в клетке. Это у меня была такая фигня. Клетка птицы. Это в первой части. Так, хорошо. Не, сегодня хорошо. Добавили, значит, отображение вот этот мисс, не мисс. А на меня засада. 4 бандита и собака. С коня скинули. Пытаюсь снова сесть. Опять скидывают. Я помню, там какой-то этот был лагерь. Надо было... Короче, надо было прийти, посмотреть, что там много народу нет, а потом нападаешь на него. ХП уже 10. Тогда я врубил режим берсерка, выиграл и развалил всех. Всех домашних, да? В РЛ врубил в режим берсерка и развалил всех домашних. О, да, вот сейчас придет сообщение. О, да, я тоже кайфую, прям вообще Я кайф. сейчас в кремовый десерт кайфую. Это да, это прямо, это пушка. Вот там вот оно, да.
Вот это оно, вот это одобряем, там все одобряем, прям. Ну ладно, не все, но одобряем. Так вот, там какой-то лагерь был в Kingdom Come. Надо было осмотреть его, а потом нападать. Ну, я по одному, короче, выманивал. Вначале с лука, потом добивал этим. Я насобирал столько брони, я все продал нафиг, оделся. Я там весь, короче, разодетый пришел. Самое все, что топовое нашел, все топовое одел. Вот, там подфармил, так сказать, лагерь зачистил. Ну, и с лука там одного чпока отбегаешь и потихоньку их так помаленьку. В Елде тебе не понравилось 100 часов фармить? Да. А 50 и 300 часов норм? Да. Да. Потому что в Елде у тебя один контент. Это легкая атака, тяжелая атака, уворот. Все, у тебя больше там контента никакого нет в Елде. Ты не можешь... Это сюжетный лагерь. Когда я к нему пришел, у меня уже почти все статы на максимум, и снаряга топовая была. Я знаю, да, это сюжетный лагерь, да. В Елде у тебя контент как бы этот только. А там у тебя есть и сюжет, и там этот добыча ресурсов, и крафт, и перекрафт, и какие-нибудь там побочные задания, и прыгалки, и не прыгалки, и все подряд, все, что надо. И ферма есть, и экономика есть, торговля есть, все, что надо есть. Все, что надо, все, что угодно, все есть. Поэтому там секс, а вот Елда это Елда. Ну, может быть, когда-нибудь вернемся к ней. Добить все-таки надо. На Малению посмотреть хотя бы. Так сказать. В общем, еще раз, на этом все. Сегодня мы сделали появляющуюся эту штуку и добавили выбор персонажа. Все вроде бы работает. Конечно, мне не очень нравится, как именно, в плане того, что там некоторые классы друг о друге знают. Точнее, не друг о друге знают. Проходил мимо какого-то великана, и тот пошатнулся. Может быть, может быть. Мне не нравится только классы тут, в общем, то, что некоторые классы знают о других классах, вот мне не очень нравится. Но потом настроим. Главное, что оно работает, а все остальное это все остальное. Еще раз, всем спасибо, кто смотрел, всем спасибо, кто слушал. На Discord и не только, ссылка в описании. И всем пока. Пока-пока.